Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. И сегодня речь пойдет, пожалуй, о самом главном. Маленькие и мерзкие. Скорпионы, пауки и светлячки. Какие существа помогли людям вывести технологии на новый уровень? И когда в магазинах будут продаваться вечные ядерные батарейки? Физика в нашем мире и в микромире существенно отличается. Способны ли тараканы пережить ядерную войну? И какие насекомые приспособлены к апокалипсису еще лучше? Устойчивость к радиации у тараканов выше, чем у людей. А также, могут ли шпионскими жучками быть обычные жуки? Обо всем этом через минуту в продолжении программы «Как устроен мир». Атом в переводе с древнегреческого «неделимый». И долгое время считалось, что это мельчайшая частица вещества. Потом оказалось, что атом состоит из протонов, электронов и нейтронов. Сейчас открыты еще более мелкие частицы, такие как бозоны и кварки. Мы не можем увидеть атом не потому, что наши микроскопы несовершенны, а потому что длина волны света меньше атома. Физика в нашем мире и в микромире существенно отличается. Это начинаешь замечать уже с масштаба примерно 1 к 20. Особенно, когда работаешь с теми предметами, которые в обычной жизни мы считаем плоскими. Это бумага, это ткань, это проволока. В обычном мире мы считаем, что бумага, она плоская, у нее 2 измерения – ширина и длина. Когда ты спускаешься в микромасштабы, оказывается, что у бумаги есть толщина. Причем она у каждого листа разная, и она очень и очень ощутима. Чтобы подтвердить существование бозонов и кварков, ученым пришлось построить большой адронный коллайдер. Он расположен на границе Франции и Швейцарии. Это международный проект. В его создании поучаствовали и российские ученые. Были опасения, что запуск коллайдера приведет к концу света, но он открыл дверь в новую эпоху науки. Сейчас самым перспективным направлением науки являются нанотехнологии. Самые тесные квартиры в мире. Сколько метров дается человеку, чтобы он мог выжить? В какой стране люди ютятся в таких клетках? Человек очень адаптивное существо. Самый маленький автомобиль и карманный пассажирский самолет. Зачем нужна такая техника и почему в современном мире все уменьшается? Об этом через минуту в финале программы «Как устроен мир». Гранд Макет «Россия». Музей миниатюр в Санкт-Петербурге, где можно увидеть всю Россию на площади 800 квадратных метров. Юрий Диулин – современный левша. Пушкин в игольном ушке и слон на срезе человеческого волоса. Картины размером в 1 миллиметр и золотой шахматный конь в 20 раз меньше этих картин. Люди устанавливают рекорды и стремятся их установить, в первую очередь для привлечения внимания к себе. Во-вторых, чтобы показать окружающим, что они являются лучшими, доказать всей России или всему миру, что они достигли наивысшего результата в этой области, в которой они занимаются. Это искусство имеет и практическую сторону. Так микроминиатюрист Эдуард Казарян создал уникальные хирургические инструменты для операций на глазах. Среди миниатюр интересные направления. То есть есть сами работы, такие как подкованная блоха, например, караван верблюдов в ушке иголки, какая-нибудь микроживопись, микрографика, микроархитектура, тяжи
высотой 1 сантиметр, полностью со всеми куполами и прочее. Модели действующие, вот как мышеловка, например, микроразмера, но там все механизмы, все действует. Самые маленькие часы действующие есть. Целое направление — это микроиздательская деятельность. Там самые маленькие игральные карты, из которых можно домик создать, самый маленький в мире. Елена Иванова тоже мастер микроминиатюры. Она вышивает и создает микрокукол. Среди ее достижений композиция на тему щелкунчика в скорлупе кедрового ореха. Миниатюра – это концентрат эмоций. У тех, кто наблюдает, это удивление, это восторг, это восхищение. Для мастера это, конечно, несколько другие эмоции. Здесь это, прежде всего, вызов. Вызов, сможешь ты это сделать или не сможешь ты это сделать, получится или не получится. И если получается, то в конце это невероятное удовлетворение, гордость собой и своими руками, своими глазами, что у тебя это все-таки получилось. Для мастеров важно сохранять хорошее зрение. Хотя современные технологии и медицина, конечно, им помогают. Но гораздо важнее, чтобы не дрожали руки. Изделию может повредить даже легкий тремор. Сложности в том, что приходится творить практически всегда ночью. Потому что, во-первых, это родственники, дети. Если кто-нибудь подходит и начинает дышать, то части миниатюры, да, они улетают. Иногда улетают безвозвратно, но я научилась работать чистый пол, чистый стол, поэтому если что-то улетело, то это можно найти, подобрать и обратно внедрить. Моя чудо-передача «Как устроен мир» вдохновила мастера на создание еще одного шедевра. Вот есть обычные рисовые зернышки, из которых варят кашу. На одном из зернышек я для вас написала, как устроен мир. В том, что миниатюрные предметы требуют особенной сноровки, я и сам убеждался неоднократно. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Конечно, это не все, что мне известно о маленьких и мерзких, а лишь то немногое, чем я счел нужным поделиться с вами сегодня. Ясно одно, в этом мире мелочей не бывает. Даже мельчайшие организмы, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом, играют свою роль. Возможно, все, о чем я рассказал вам сегодня, не так. Это лишь одна из версий. Но чем чаще вы будете задумываться о том, что кто-то считает и нас с вами маленькими и мерзкими, тем ближе ответ на главный вопрос – как устроен мир.